Всем привет, с вами Киндают или же Питчи. Добро пожаловать на мой видеогайд. Бывало ли у вас такое чувство, что вы не знаете, как летать, или не можете летать так же хорошо, как и другие? Во времена, когда я начинала играть, видео по тому, как летать на ПК-версии, еще не было. По крайней мере, хороших, по которым можно было бы понять, как это на самом деле делается. Мой метод может отличаться от других, конечно, но он мой, он мне комфортен, и, возможно, он подойдет и вам. И я буду рада, если это так, потому что вы тоже научитесь летать, хотя, честно, я не в курсе. Я просто до этого сама додумалась, может, другие делают так же. Ну же скажи им, как ты пользовалась только взлетом в прошлом. Чего смешного? Без меня ты никто, жалкий человечишка. Давай вместе покажем малям, как можно летать. Погнали, черт возьми! В общем и целом, в понятии полета есть две очень важные вещи. И эти две важные вещи являются режимами полета, режимами крыла. Это является базой, поэтому мы сейчас перейдем в Aviary Village, и там я вам все покажу. Если вы не хотите смотреть основное, главное, вот базовое, то можете не смотреть, пропустите по тайм-коду. Первый режим крыла. Закрытое крыло. Небольшой взлет в воздух и медленное парение вниз. Второй режим крыла. Открытое крыло. Активируется кнопкой смены режима полета, когда вы уже активировали первый режим. Что ж, а теперь мы переходим к главному. Как же все-таки делать спирали, как управляться в полете, как делать резкие повороты, как делать резкие остановки, или элегантные остановки скорее. И давайте просто начнем уже, в конце концов, елки-палки. Итак, пожалуй, начнем с ПК-версии. Как это работает на ПК-версии? Прыжочек — это у нас пробельчик. Второй режим крыла — это у нас правая кнопка мыши, либо Tab. Что-то типа того. Также, если я не ошибаюсь, разработчики меняли стандартные настройки этого режима, его переключения. Поэтому у вас второй режим может активироваться кнопкой, расположенной сбоку на вашей мышке. Зажмите W, после чего выберите направление А или D. Сделайте короткое зажатие правой кнопкой мыши. Полезно для резкой смены направления. Поможет вам спастись от легендарного боньк в стену. Та же самая короткая спираль, но с добавлением пробела. Задерживать правую кнопку мыши за место W я вам не советую, потому что вы будете кувыркаться на месте, это такое себе. В качестве направления еще можно выбрать W. Но для этого вам придется сначала другое направление выбрать, а потом уже на W перейти. Нажатие W и правой кнопки мыши. А теперь, бывало ли у вас такое желание почувствовать себя ракетой? Психаните и зажмите правую кнопку мыши, пробел и кнопку вверх одновременно. Это просто охуенно. Как же играть с геймпада? Начнем с того, что вам нужно сделать настройки такие, чтобы они были вам удобны. Это мои настройки, можете их посмотреть. Может быть, вам такая раскладка тоже будет удобна, смотрите сами. Но я советую все-таки поднастроить, прежде чем вообще тренироваться. Для совершения спирали джойстик движения в левую верхнюю или правую верхнюю часть джойстика. После чего вместе нажмите прыжок и смену режима крыла. То же самое, но без нажатия прыжка. То же самое, но прыжок и смена крыла задерживаются.
Для кувырочка вперед нажимаете вперед и второй режим крыла. Держите джойстик движения вперед и нажмите первый режим крыла. А сейчас переходим к мобильной версии игры. Ну, начнем с того, что разрешение здесь, блин, чего-то маловато. Где мой чертов FPS и почему тут завелись шакалы? Давайте мы все просто мило притворимся, что это игра с Nintendo 64. Перейти во второй режим крыла можно кнопкой справа посередине экрана. Для спиральки дергайте джойстик движения в какую-нибудь сторону, влево или вправо со всей дури. То же самое, но с добавлением прыжка. То же самое, но с задержанным прыжком. Близко к земле включите первый режим крыла и отодвиньте джойстик движения чуть-чуть назад. А для кувырка вперед вообще достаточно просто хуячить джойстик движения вперед и все. И вообще просто жизнь прекрасна, все, солнце светит. Во, вообще. Красота-то какая! Для комфортной тренировки стоит брать места, где источники света близко расположены к вам. Например, деревня маленького лохматого засранца. Конечно, также можно использовать и другие места. Например, цитадель, ветряные пути или гонку в полете с триумфа. Но в случае с цитаделью я просто считаю, что это не подходящий вариант все-таки. Не рекомендую его, потому что полет там, а точнее физика вашего персонажа работает по-другому. Вы там постоянно на ветру, и, соответственно, управление там ощущается чуть по-другому. Если вам хочется тренироваться в красивом месте, то, пожалуйста, вот пустыня Маленького Принца. Ну или вот, пожалуйста, локация 9-цветного оленя. И людей тут обычно мало. Докапываться никто не будет. К тому же, если вы хотите тренироваться в одиночестве, можно воспользоваться квестами оленя. Это, конечно же, если они у вас открыты. Чисто я рекомендую все квесты со 2 по 5. Возможно, вы спросите, почему не 1, а я вам скажу. Первый квест буквально держит вас за ручку, катсцена за катсценой. Еще и Крил, который попытается вас сожрать. 5-й квест активировать дольше, но посмотрите, какая тут красота. Темно, красиво, просто. А еще неплохое место, чтобы потренироваться, уворачиваться от черных драконов. Почему? Потому что здесь вас никто трогать не будет, здесь вам никто не поможет. Но это уже для совсем социофобов. Понятия не имею, как мое видео перешло в то, что я просто хвалю сезон оленя. Последнее, что я вам, пожалуй, могу сказать, это то, что вы можете воспользоваться своим другом как рабом и попросить его понести вам белую свечку на ваших плечах, чтобы вы могли спокойно тренироваться. Но это, конечно, уже по желанию, если у вас эта штука открыта. То бишь, эмоции, таскание на спине. Это так. Ну а на этом, пожалуй, мой гайд кончается. Не думаю, что я могу сказать что-то еще из советов или каких-нибудь объяснений. Но если, конечно, появится то, что я могу вам объяснить, что я могу вам рассказать, я обязательно сделаю в этом видео. Пока что мы закончим на том, что есть. Спасибо за просмотр. Наслаждайтесь игрой Sky. Не надо бояться научиться летать, надо попробовать. Вы совсем справитесь. А с вами у микрофона была я, Киндей или же Питчи. Пока-пока. Ненавижу мобильную версию. Я забыла поменять качество. Памяти. Бля, самая низкая. О, мое FPS. Его нет. Ладно, переживем. Лети. Террария Жиза. Спасибо. Мне это нафиг не сдалось. Ты будешь бананчик?